Друзья, выставка, которая идет в Москве, моя персональная, закончится 17 числа. То есть до 17, кроме понедельника, записывайтесь по телефону, и можно ее посетить, посмотреть работы. Выставка объемная достаточно, весь первый этаж особняка. Она значимая для меня, потому что это результат труда довольно-таки такого обширного за несколько лет. И мне хотелось познакомить вас с работами, которые что-то значат для меня. Работы живописные нужно смотреть живьем. Я вчера летал в Казань, сейчас монтирую материал. Летал, чтобы посмотреть выставку Фешина живьем. Сегодня воскресенье, она работает там заключительный день, уже все отработала. И в монтаже я сижу, монтирую материал, понимаю, что изображения, которые я вам буду показывать, вот они буквально скоро выйдут, этот ролик с отчетом по выставке Фешина, собственно, я ездил, чтобы показать вам ее. Работы я неплохо знаю, но для меня такого уровня выставка – это обучение. И это не зависит от стиля, в котором я пишу или вы пишете. Это маэстро, у него всегда есть чему поучиться, даже несмотря на то, что работу ты смотришь уже не первый раз. Так вот, монтирую, смотрю материал, впечатления свежи и понимаю, что компьютер, самый совершенный монитор, не передает того, что ты ощущаешь рядом с полотном. Твое присутствие, масштаб, энергия, я не знаю, что ли, мастера, художника любого, исходит от полотна живого. Когда ты видишь мазок, его можно близко подойти. Компьютер не передает. Он не передает масштаб. Ты не ощущаешь масштаба. Ты же здесь у монитора, у такого. Да, на мониторе увеличен размер полотна, но ты не ощущаешь. Тебя нет, ты не присутствуешь рядом. Мозг достраивает, что-то докумекивает. Поэтому разница ощущений. Понимаю, что не каждый может слетать, сгонять в Казань. Не все же живут в Казани, чтобы насладиться мастерством Фешина. Но для меня это важный момент, поэтому я утром встал, самолет, и вечером на самолете вернулся. Целый день я там, собственно, снимал, изучал, смотрел, любовался. Были работы, которые я видел в первый раз. Акция весенняя на мои работы заканчивается в онлайн-школе через несколько часов, там в 12, по-моему, ночи. И я тороплюсь, чтобы ночью сегодня сделать доступ вам к уроку, к портретному уроку. «Трубка мира» называется. Я немного поотвечаю на ваши вопросы, а потом покажу анонс к этому уроку, который будет доступен буквально скоро. Через несколько часов вы уже его сможете смотреть. На всякий случай напомню о переезде в Telegram и Яндекс.Дзен. Прямые ссылки будут под видео в описании, но вдруг вы забудете это сделать, просто Вячеслав Короленков наберете по-русски и попадете на мой канал в Telegram, или Слава Короленков по-английски, тоже в Telegram, а в Яндекс.Дзен Вячеслав Короленков. Лучше это сделать заблаговременно, чтобы потом не потеряться. Яна Ол. Подскажите, как быть с онлайн-уроками для тех, кто с Украины? Будет ли возможность с вами контактировать и присылать свои рисунки? Те уроки, которые закачаны у нас на нашем портале, они будут доступны. Единственная проблема, чтобы проплатить за новые, если у кого-то есть какие-то идеи, потому что уже люди испытывают огромные трудности и невозможность, насколько я понимаю. Я вижу, как люди заходят ко мне на портал, делают заказ и все, и не могут проплатить. Русские карточки работают, если вдруг у кого-то есть, либо с кем-то договориться о том, чтобы посредством русских карточек проплатили. А потом, как я не знаю, все платежные системы, по-моему, все накрылись. Если есть идеи, поделитесь, пожалуйста. Есть хоть один ресурс, на который это можно сделать. Джокер. Не понимаю, почему многим не нравится слово «скетчинг». Будущее за скетчем, быстрым эскизом. Галереи уже никого не волнуют. Ну да, когда электронные книги появились, у меня знакомые просто издатели,
Они очень волновались, что перестанут покупать бумажные книги. Ну, работают издательства, продаются бумажные книги, может быть, в меньшем объеме. Я, например, люблю читать бумажную книгу. Или, например, появились велосипеды, автомобили, мотоциклы. Но люди все равно ходят и любят ходить пешком. Конечно, есть такие, мой знакомый, например, магазин в 100 метрах. Он говорит, я сажусь всегда на машине, доезжаю до магазинчика. 100 метров или 200, что ли. Ну, идти 2 минуты. На автомобиле ездит. Мне кажется, всему виной искренность. Что бы человек не делал, но если он делает искренне, но обязательно найдутся те, и показывает это, обязательно найдутся те, кому это интересно. У кого резонанс происходит, реагирует душа, звенит что-то там, ёкает. Но я скетчи очень люблю. Но причем пробовал на разных там планшетах рисовать. Нет. Бумага, там, не знаю, гуашь, темпера или акварель, ручка. Что-то, тайна какая-то происходит. Не получается так на планшете. Вот видно, вот другая энергия. Что-то в этом есть такое искусственное, пластиковое. Как сыр. Есть, например, съедобный, а есть пластиковый. Игорь Творогов. Вячеслав, вижу справа от вас картину, абстракцию, цветную и яркую. Привык смотреть ваши картины в стиле импрессионизма, а тут вдруг кардинально иное направление. Неужели влияние знакомства с творчеством художника Бато? Да нет, Игорь, я сейчас вам ее покажу. Вот же она. Но прежде чем рассказать о том, что здесь изображено, я вспомнил одну историю. Произошла она на Корфу. У меня там был класс, и у меня была... Ну ладно, придется рассказать сначала. У меня остаются краски, и я их беру просто с палитры, чтобы они не засыхали, и на холст. Это такая подготовка из оставшихся красок. По ней я потом буду писать. Они где-то будут проглядывать, создавать такую жизнь. Фактически связывать. Можно одним цветом это сделать. Связывать воедино ту живопись, которая будет потом. Я люблю, когда проскакивает что-то недописанное. Так вот, история вот какая. На Корфу. Ресторан, и подходит, значит, метрдотель и его помощник. Я поставил холст писать. Ну, примерно такой же. Там было каля-маля, каля-маля. И вот они подходят, и, значит, первый раз мы там кушали, один раз и я стал писать, и они заинтересовались. Подходят, у меня стоит работа. Они говорят, ух ты, типа, классно, говорят, что здесь такое вообще волшебно какое-то такое, ты сделал, молодец. И дорого это стоит? Я говорю, примерно $1500. Он, а название есть? Я говорю, есть. Ну, они по-английски говорили. И я сказал, это, мягко сказать, фигня. Я сказал покрепче. Фигня. Я, значит, позвали еще народ, они обсуждают, что, типа, с полуулыбкой такой, типа, меня, фигня, а стоит так дорого. Но я потом, конечно, сказал, что это просто подкладка, я пошутил, но мне было интересно их реакции. Так что подкладки такие делать очень интересно, потому что цвета могут быть разные, и когда они оттуда просвечивают, создается какое-то волшебство. Мы делаем живопись, как бы не обращая внимания на вот эту сумасшедшую подкладку. Так что спасибо вам за, Игорь, вопрос. Но работа еще не очень готова. Друзья, сердце крови обливается за тех, кто сейчас страдает. Помогайте тем, кому хуже вас. Со многими происходит расчеловечивание. Важно не допустить озлобленности. Нужно быть собой, быть сострадательными. Мы рождены не для злобы. Я хочу проанонсировать новый урок, 43-й, портрет темперой, декоративное решение. Называется эта работа «Трубка мира». Несмотря на то, что он написан быстро, в нем есть некая изюминка, некий ход,
с которым я хочу вас познакомить в этом уроке. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на конкретику в работе над портретом. И неважно, какой материал вы используете, любой абсолютно, но ход работы, композиционное решение, выстроенные решения, тональное и цветовое, когда буквального прочтения тона нет, но есть разделение тональных пятен, и они работают, вот это архиважно для творческой работы над портретом. Мне думается, что этот урок способен взорвать ваше вдохновение на тему рисования портрета творчески, неожиданно для вас самих. Интереснейшая задача. 43-й урок.